Здравствуйте, дорогие зрители! Я приветствую вас на моем канале ТТ Толмачев. Сейчас я продемонстрирую фрагмент тренировочного занятия по постановке топ-спина слева по подрезке. В первой части мы разобрали топ-спин слева по верхнему вращению, поэтому, чтобы лучше понять структуру движения, посмотрите первую часть, ссылка появится сверху. Если вы впервые на моем канале, меня зовут Иван Толмачев, я профессиональный тренер по настольному теннису. На этом канале вы найдете много обучающего материала, поэтому ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. При постановке топ-спина слева по подрезке важно прочувствовать каждое звено своего тела, чтобы правильно выполнить удар. Данная техника удара приближена к азиатской школе, поэтому здесь много уделено внимания включению тела и всех звеньев, участвующих в ударе. Первое. Мы снова начинаем с ощущений. Задача этого упражнения прочувствовать зацеп с прямого угла ракетки. С таким углом нам необходимо будет коснуться мяча при топ-спине слева. Кисть почти неподвижна и выполняет легкое ускорение на мяче вверх-вперед. Как только ученик почувствовал зацеп под этим углом, мы начинаем добавлять работу ног. В топ-спине слева самое важное перед подрезкой — это подсесть под мяч и вытолкнуться на самом ударе, используя силу ног. Так как при ударах слева необходимо точно быть в позиции при топ-спине по подрезке, вы должны быстро выходить на мяч и подсаживаться. Это первый урок, и я здесь не буду задействовать работу таза для дополнительного импульса, потому что за одну тренировку не прочувствовать это все полноценно. Как работают ноги? Вы стоите на передней части стопы, ноги согнуты в коленном суставе примерно на 45 градусов. Перед ударом по мячу вы сгибаете колени до появления легкого натяжения, как бы заряжаете ноги. Затем перед ударом выталкиваете слегка, приподнимаясь на носки вверх-вперед, и делаете контакт на мяче открытой ракеткой, как в первом упражнении. Задача сейчас синхронизировать выталкивание ног и сам удар, передачу импульса. Таким движением вы сможете уже попадать на стол со слабым вращением и давлением. Повторяем это упражнение на БКМ, пока не добьемся четкого выталкивания на мяче вверх. Чтобы быстрее почувствовать работу ног, вы подсаживаетесь и замираете, и потом, когда подлетает мяч, выталкиваетесь. Обычно через 100-200 повторений начинает немного получаться. После этого начинаем учиться амортизировать ногами перед ударами, ведь мышцы должны быть эластичными, а не деревянными. Делаем покачивание вниз-вверх, пока не почувствуем пружинистость в ногах. Также добавляем легкий подъем на носки, чтобы больше почувствовать работу мышц. Выталкивание выполняем вверх-вперед и разгибаем коленный сустав, стараясь почувствовать мышцы, расположенные ближе к колену, а не к тазу или ягодицам. Мышцы задней поверхности бедра будут работать автоматически. После множества повторений ученик смог почувствовать ноги и начал выталкиваться на мяче. Очень важно, чтобы вы видели себя со стороны или с вами был тренер, который сможет сразу указать на ваши ошибки. Потому что, когда мы начинаем чему-то учиться, мы думаем, что делаем правильно по ощущениям, но на самом деле мозг нас обманывает. И чтобы соединить образ, который мы хотим освоить, мы должны себя сразу увидеть после выполнения упражнений. Я всегда использую камеру, когда ученик начинает говорить, что он все делает правильно. Мы с ним смотрим его выполнение, и он самостоятельно определяет ошибки, и потом уже движение в голове начинает работать с мышцами как единое целое. Итак, половину движения мы освоили. Теперь начинаем добавлять работу корпуса и предплечья. Большую роль в передаче импульса от ног в корпус играют мышцы кора. Вы наклоняете корпус в области поясницы и немного опускаете предплечья под стол. Кисть остается в открытом положении. Как только к нам подлетает мяч, мы разгибаемся в пояснице, как будто немного падаем назад, но при этом держим плечевой пояс в наклоне вперед. Данным усилием вы подключаете работу корпуса и сможете сделать спокойно силовой удар по подрезке или простой топ-спин с хорошей плотностью и вращением, что затруднит контратаку соперника. При этом у вас уйдет ошибка, которую делают почти все начинающие, когда летит хорошее нижнее вращение
и они со всей силой дергают кистью, а мяч, если даже попадет на стол, то почти без скорости. Также данная работа корпуса не дает вашей руке улететь в сторону, и вы остаетесь в игровой стойке и сохраняете устойчивость для продолжения розыгрыша. Чтобы лучше почувствовать эти мышцы, положите руку на поясницу и поделайте наклоны вперед-назад. Сделайте так 50-100 повторений. Наклон вперед делается одновременно с замахом предплечья. Если вам так тяжело почувствовать, то делаем полные наклоны до горизонтального положения, чтобы ваша спина была параллельно плоскости стола, и разгибаетесь обратно, бросая плечи назад. Делайте так до тех пор, пока вы не почувствуете, как мышцы поясницы участвуют в сгибании и разгибании корпуса. Затем возвращаемся к вышеописанному упражнению и так по кругу, пока не добьетесь полного ощущения работающих мышц. После этого повторяйте то же самое на БКМ, качаясь вперед-назад, и в какой-то момент вы почувствуете импульс при разгибании. Все, значит, вы активировали рабочую группу мышц. Переходим на последний этап. Соединяем все в одну цепочку. Перед ударом по нижнему вращению мы подсаживаемся и одновременно наклоняем корпус, опускаем предплечье немного под стол и открываем угол ракетки. После этого, как мяч начинает подлетать, мы разгибаем колени, разгибаем мышцы поясницы, и у нас начинает подниматься корпус. В этот момент начинаем движение предплечьем вперед и делаем короткий фиксированный контакт на мяче с давлением на мяч предплечьем вперед. Вот, мы сложили цепочку, теперь начинаем ее отрабатывать, добиваясь одновременно приложения усилия всего тела при контакте с мячом. Данный удар является очень эффективным по нижнему вращению и позволяет быстро взорваться на мяче. Здесь точно так же. Снова, чтобы почувствовать все звенья, мы выполняем максимальные наклоны вперед-назад и имитируем удар. При постановке движения следите за тем, чтобы ваша кисть не улетала в сторону, локоть стоял на месте и вы не садились в пятки до и после удара. Если вес тела будет в пятках, то вы всегда будете терять равновесие, вы не сможете направить силу удара вперед и будет очень тяжело попасть по второму мячу. После того, как мы все отработали и почувствовали, начинаем работать на БКМ и делаем, пока вы не почувствуете, что прожимаете и прокручиваете мяч. При этом сохраняйте равновесие и играете всем телом, а не одной рукой. И я вас поздравляю, дорогие зрители, теперь вы знаете, как и в какой последовательности работает тело на топ-спине слева по подрезке. После того, как вы научились попадать так на БКМ с точки, добавляйте игру с левого угла и с центра, затем на реакцию по левой половине, и после этого переходите на первый ход после подачи. После закрепления топ-спина слева по подрезке очень важно научиться делать второй ход. Детали я расскажу в следующей части видео, где буду рассказывать о различиях между топ-спинами из ближней и дальней зоны и как делать правильно второй топ-спин после начала по подрезке. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, ставьте колокольчик и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. Также пишите свое мнение и вопросы в комментарии, я вам обязательно отвечу. И обязательно поделитесь видео с друзьями, так вы поможете этому каналу. До встречи!